Здравствуйте, Володя. Да, вот смотрите на эти гребаные улицы в Германии. В Германии все плохо. Вообще плохо все. Да, все ездят на автобусах, только одни русские на машинах. Как немцы завидуют русским? Да. Че, правда? Да, это очень сильно. Из-за этого сильно они не любят нас. Да, компромат на меня. Я от многих слышу, которые здесь русскоговорящие немцы живут в Германии. Ну и, конечно, кто добился чего-то здесь в жизни, так назовем, это, я говорю, добился в жизни, это построил дом, во дворе стоят две машины неплохие, и немцы, соседи на работе завидуют сильно. Это очень от многих слышно. И если я так буду даже, как эту тему подымем, даже многие поддакивать будут, потому что у многих это есть, я от многих слышал, потому что потом вот начинают они, немцы, вот вы все получаете от города, у вас всякие льготы, им потом начинаешь объяснять, что Вася, я работаю на двух работах, я учился, я стремился, менял профессии, искал для себя что-то, где могу заработать больше, да, это все не бесплатно нам. Они это не верят. Они думают, что мы где-то что-то где-то химичим, что-то кого-то надуриваем, что с нас не такие налоги, как с немцев снимают. Они забывают, что мы такие же граждане Германии, как и коренные немцы, да. Вот. И от многих уже это слышно, что один мне рассказал, что у него соседка бабуля, ну и дети, видно, не так сильно в жизни успевают, да, вот так вот можно сказать. И она завидует ему, мол, типа, вот, у тебя свой дом, ну, у бабули тоже свой дом, да, просто у детей не получилось, они живут в квартирах, а мой знакомый, ему сколько, 32 года, у него семья, дом, две машины, и она вот, он говорит, когда начинали строиться, было общение очень даже хорошее, приходила там, хорошо разговаривали, когда построились, уже увидала дом, увидала, что за машины стоят, общение уже не то, начали вот эти вот подковырки. Вот, как говорится, по-немецки говорят, die gönnen uns nichts, ne? Они думают, что вот русские приехали сюда в Германию делать черную работу. До сих пор меня это бесит, что многим русским здесь вбивает в голову, что они сюда приезжают для черной работы, что, мол, типа, куда ты рыпаешься, тебя все равно не возьмут на работу, там, скажем, престижная работа. Я не говорю про работу там каменщика или еще что-то. Например, прямо, да? Точно в город? Прямо в город. Русскоговорящему немцу можно зарабатывать между 18 и 26 еврами в час. И это не редкость. Просто многим в голову бьют, что вот нет, ты можешь здесь только получать 8,50 и все. Нужно смотреть парковочку. Парковочку искать. Ну и вот. И когда вот наши ребята, соотечественники добиваются такого престижа, скажем, потому что начинается зависть. Начинается сильная зависть. Другое общение, начинают всякую гадость рассказывать про тебя между соседями и все такое. Вот. Вот видите, получилось 5-минутное видео. Кстати, если смотрят нас в Германии, пишите свой опыт, как к вам немцы относятся к тому, что у вас вот свой дом. Кстати, ребята, не редкость в Германии, что у всех или у многих русскоговорящих немцев свои дома здесь, потому что если даже я служу по своему городу, если у нас открывается какой-то земляной участок, там выдают примерно участков 20, да, поверьте, с этих 20 участков будет всего лишь 5 семей немцев, остальные будут русские, может быть 2 турка туда въедут, вот. И наши строятся, наши зарабатывают деньги, и наши живут здесь хорошо. Просто надо себе сказать, что я сюда приехал не для черной работы, учиться, на что-то выучиваться. Я не знаю, как у кого какое мнение. Мы когда сюда приехали, нам сказали, иди пахай, работать. Я в молодости 18 за 5 евро работал. Я как вспомню, у меня до сих пор мурашки по коже ходят. Ну, Володя, я с тобой тоже соглашусь, потому что многие немцы
не хочу сейчас о ком-то плохо говорить, но просто каждому свое, да. Например, русский, например, ему важно, чтобы у него был свой дом или там машина крутая, да. Немец смотрит, говорит: о, смотри, как они круто живут. На самом деле многие действительно работают на нескольких работах, чтобы это все Ну да, берут большие кредиты. финансировать, да. А кушают при этом, покупают картошку дешевую. Но это уже... И варят сами. Нет, действительно, Но это уже другая тема. Это те русские, которые тоже есть пару, которые зарабатывают мало, а берут большие кредиты. Да. Там они крутят как-то через знакомого. У меня тоже был разговор с одним. Он говорит: о, я тебе могу дать телефончик, там человек работает, может кредит тебе дать, несмотря на то, что у тебя маленькая зарплата, там, скажем, 300-400 тысяч. Сам чувак получает 1200 евро чистыми на руки и получил кредит что-то 350 тысяч. Это нереально, потому что этот кредит выплачивать тебе надо в месяц как минимум отдавать 1000 евро. На чем будет жить? Вот так, как ты и говоришь. Потом покупают и перебиваются с недели на неделю. Ну, просто так, как то, что только кушают картошку вареную, тоже нельзя сказать, потому что сейчас все начнут писать, скажут... Еще яички вареные. Да, еще яички. Сейчас скажут: о, нахрен мне в Германию ехать, здесь так беспонтово. Это они сами себе сделали. В Германии говорят: это selbstgemachte Leid. Говорится, если у меня нету возможности, я говорю про тех людей, которые получили хорошую профессию, работают и покупают дома, и это не исключение. А просто некоторые хотят сперва взять большой кредит и потом думают: ну, может быть, когда-то найду хорошую работу. Так не бывает. Ну вот что мне нравится, вот немцы, да, им многим качество жизни важно. Им важно, например, в месяц сходить в кино, сходить в дорогой ресторан покушать. Много денег платят на еду, я бы сказал. Заказывают хорошо пиццу покушать, часто. Да, но они просто... Я сам развозил пиццу, когда только приехал в Германию, подрабатывал. И заказывают русские очень-очень редко. Прям единичные случаи, чтобы русские заказывали пиццу. Иногда. Да. Вот, это нужно 20-25 евро выкинуть, и им просто эти денег жалко, потому что можно действительно что-нибудь сварить. Купить в магазине можно хорошо закупиться, и можно пару дней найти деньги. Чаевые не дают, как бы ты ни улыбался. Немцы? Нет, русские. Русские? Ага. Ну, сейчас, он тут насобирал 25 евро на пиццу, сейчас вот приехал Сережа, ему еще чаевые дают. А вот немцы дают. И мне вот даже дедушка с бабушкой однажды на вайнах на Рождество 10 евро. Они на 15 евро заказали и 10 евро дали мне чаевые. Вот даже вот такое вот бывает. Не, ну видишь, чаевые дают. Чаевые тоже отдельное видео. Я, например, чаевые даю, потому что я работал в такой сфере. Например, вот ты тоже работал в такой сфере, ты всегда ожидал чаевые. И мне кажется, это как-то остается такой осадок, что если кто-то тебе что-то приехал, сделал, то такое как маленькое внимание, там 2-3 евро, тебе это... Я сегодня, например, ездил, машину забирал, мне ремонт делали. Я заплатил за машину 505 евро за ремонт. Я все равно им закинул в копилочку еще 5 евро на кофе. Ну ладно, ребята, это было опять видео ни о чем. Это было видео очень даже о чем. Так, про немцев опять. Все любят про немцев, так что, я как уже говорил, пишите в комментариях, какой у вас опыт здесь в Германии со своими соседями, завидуют они вам или живут с вами дружно. Все. И здесь пошли такие титры, и фильмы снимались. Владимир Берез, Валерия и оператор Сергуня Сестрев ТВ. Даша говоришь, а у себя Сергуня. Сергуня?